Это Сеул, Южная Корея. Здесь мужчина поджег многоэтажку из устройства, похожего на огнемет. 3 погибли. Также в выпуске: в Уфе сгорел школьный автобус, Китай испытал водородную бомбу, а в Мексике песчаное цунами. Об этих и других событиях в ближайшие несколько минут в программе «Новости в воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Продолжения пасхального режима прекращения огня не будет. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не давал военным таких команд. Напомню, режим прекращения огня был объявлен Владимиром Путиным на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Он начал действовать в 18:00 по московскому времени 19 апреля и действовал 30 часов до полуночи воскресенья. Продлить перемирие на 30 дней ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. США, в свою очередь, заявили, что приветствовали бы такой шаг. В Госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему выступает за полное и всеобъемлющее прекращение огня. Об этом сообщает агентство Рейтер. Впрочем, несмотря на объявленное перемирие, боевые действия на линии фронта в воскресенье продолжались. Россия и Украина обвинили в нарушениях друг друга. Президент Украины Владимир Зеленский даже привел конкретные цифры. Более 2000 раз российская армия нарушила режим прекращения огня. Об этом он написал у себя в телеграм-канале со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Фактически во всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины. Не хватило России и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с Пасхи, и на 30 суток. При этом Зеленский отметил, что за день не было ни одной воздушной тревоги. Из этого украинский президент заключил, что это тот формат тишины, который все-таки реально продлить. Он предложил хотя бы отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком как минимум на 30 суток с возможностью продления. Цитата: «Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством того, что она по-прежнему хочет делать лишь то, что уничтожать жизни людей и продолжать войну». Конец цитаты. Накануне в Константиновке Донецкой области из-под завалов достали тела 2 погибших от российского обстрела в субботу. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Удар был нанесен по жилому сектору города, в результате чего был разрушен частный жилой дом. Во время разбора завалов спасатели неоднократно попадали под повторные обстрелы, из-за чего работы приходилось приостанавливать. А вот уже в ночь с воскресенья на понедельник российская армия снова запустила по Украине десятки дронов, а также нанесла ракетный удар по Николаевской области. Владимир Зеленский пообещал отвечать на действия российских военных зеркально. Цитата: «На тишину будем отвечать тишиной. В качестве защиты от российских ударов будут наши удары». В селе Таврово Белгородской области у 12-летнего ребенка в руках взорвалась мина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, несколько месяцев назад семье мальчика подарили мину-колокольчик. Якобы она была полностью обезврежена. Как мина попала в дом? Зачем хозяева оставили ее дома? Почему родители разрешили ребенку взять ее в руки? Уверен, выяснит следствие. Но беда случилась. Мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Добавлю, что это уже не первый подобный случай в регионе. 16 апреля в приграничном районе Белгородской области погиб 10-летний мальчик после взрыва все той же мины колокольчика. Психиатр, осужденная за пытки заключенных в тюремной больнице, попросилась на войну. Речь идет об Анастасии Поторочиной, которая ранее работала в тюремной больнице 19 в Ростове-на-Дону. В январе прошлого года она получила 5 лет колонии за жестокое обращение с пациентами. Она привязывала их к кроватям и держала так иногда неделями и месяцами. Она назначала огромные дозы психотропных препаратов и игнорировала осложнения, доводя некоторых до сепсиса. Как минимум 2 человек, подвергшихся ее издевательствам, умерли. Жертв своих Поторочина выбирала лично, зачастую среди тех, кто конфликтовал, жаловался на условия содержания или курил в неурочное время. Теперь она просится на войну в Украину. Издание 161.ru сообщает, что у нее есть воинская специальность, ее кандидатуру уже рассматривает Минобороны. В случае, если контракт будет подписан, уголовное дело просто закроют. Ранее аналогичным образом на фронт уже отправился бывший заместитель главврача все той же 19-й больницы Александр Лях. До этого он получил 7,5 лет колонии за организацию пыток с применением насилия и спецсредств. СМИ пишут, что он уже на фронте.
Впрочем, такие попытки уйти от тюрьмы на фронт вызывают все больше недовольства граждан, в том числе активного недовольства. В Красноярском Ачинске разгорелся скандал вокруг мужчины, обвиняемого в убийстве своей бывшей жены и ее нового партнера. На платформе change.org появилась петиция с требованием не пускать Кирилла Чаплыгина, так зовут убийцу, на войну. За 2 дня ее подписали более 1000 человек. Авторы петиции подчеркивают, Чаплыгин просто не хочет сидеть. Люди боятся, что в случае его возвращения им придется жить в страхе. Преступление произошло в феврале. Чаплыгин подстерег нового партнера своей бывшей жены Екатерины в подъезде и несколько раз ударил ножом. Затем во дворе он расправился с самой Екатериной и пытался свести счеты с жизнью, но его спасли врачи. За двойное убийство Чаплыгину грозит до 20 лет лишения свободы. У них с Екатериной осталась общая 5-летняя дочь Ева. Мать Екатерины заявила, что девочка боится отца, потому что знает, он убил маму. Именно бабушка девочки и забила тревогу, рассказав журналистам о планах Чаплыгина. Она уверена, вернувшись с войны, он потребует девочку себе, ведь героя так называемой СВО уже никто не лишит родительских прав. В Нижнем Новгороде на помойке нашли письма, которые студентов местного техникума заставляли писать на войну. При этом в администрации отказались отвечать на вопросы, как так могло получиться. Хотя, судя по всему, именно администрация техникума и заставляла студентов строчить письма на фронт. В региональном Минобре сообщили только, что проводят проверку. Зато очень охотно пообщался с журналистами местный житель, который и обнаружил письма. Я посмотрел тоже ролик, как солдаты ждут вот эти письма. И те дети, которые это писали, мне кажется, им тоже будет обидно. Они же старались как-то, выкладывали свою душу, и это все выкинули на помойку. Или руководство этого заведения, или кто-то. Я не знаю, конечно, кто это сделал, но это очень неприятно. Это уже не первый случай, когда символическая помощь фронту оказывается на помойке. Ранее подобные эпизоды происходили в Барнауле и Белгороде. В мусоре находили продукты и медикаменты, предназначенные для отправки в зону боевых действий. В Астрахани тоже находили праздничные открытки, которые писали школьники. И снова Астрахань. Здесь при пожаре в частном доме погибли 5 детей. Трагедия произошла в ночь на 20 апреля в Кировском районе города. Как сообщает региональный следственный комитет, причиной стало короткое замыкание. В доме обнаружили тела 5 детей в возрасте от 4 до 11 лет. По предварительным данным, 4 из них были членами одной семьи. Еще один ребенок – сын знакомой хозяйки дома. На момент возгорания взрослых в доме не было. Мать была в гостях у своей матери. Как это называют в Следственном комитете, распивала спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности 2 или более лицам. В Адыгее в реку Белая упал и пропал мальчик 14 года рождения. Его разыскивают спасатели. По предварительным данным, трагедия произошла накануне в районе поселка Никель. Ребенок приехал сюда с родителями из Краснодарского края. Когда мальчик поскользнулся и упал в воду, отец пытался спасти его, но безуспешно. Ночью поиски приостанавливали и снова начали с утра. В Уфе во время движения загорелся школьный автобус. Инцидент произошел на Затонском шоссе. По данным МЧС, возгорание удалось оперативно локализовать. В момент пожара в салоне находился водитель, детей в автобусе не было. Пострадавших нет, а вот автобус сгорел полностью. Белый дом готовит масштабную реформу Госдепа с сокращением бюджета вдвое. Об этом сообщают Bloomberg и New York Times со ссылкой на проект президентского указа. Согласно документу, предполагается упразднение десятков бюро и должностей, в том числе подразделений, занимающихся демократией, правами человека, миграцией, а также взаимодействием с ООН и вопросами Африки. Ожидается значительное сокращение команды, ответственной за отношения с Канадой. Госдеп планирует реструктурировать, выделив 4 направления – евразийское, ближневосточное, латиноамериканское и индо-тихоокеанское. Параллельно Белый дом рассматривает сокращение бюджета ведомства почти в 2 раза под угрозой финансирования ООН, НАТО, гуманитарной помощи, здравоохранения, культурных обменов и образовательных программ. Впрочем, госсекретарь Марко Рубио уже успел отреагировать на публикацию New York Times. У себя на странице в X он назвал ее фейковыми новостями. Китай испытал неядерную водородную бомбу. По данным издания South China Morning Post, речь идет о 2-килограммовой неядерной водородной бомбе на основе гидрида магния. Взрыв вызвал огненный шар температурой свыше 1000 градусов по Цельсию. Он сохранялся более 2 секунд. Это в 15 раз дольше, чем аналогичный заряд на тротиле. Новая технология обеспечивает мощное и длительное тепловое воздействие, способное расплавлять металл. По информации китайских инженеров, бомбу можно настраивать под конкретные задачи.
задача – менять силу, продолжительность и радиус поражения, а отсутствие ядерных материалов упрощает хранение, транспортировку и даже может избавить от международных санкций. Устройство просто не попадает под ограничения ядерных договоров. В Сеуле 60-летний мужчина устроил пожар в многоэтажке. Он применил устройство, похожее на распылитель пестицидов, из которого сделал что-то наподобие огнемета. Об этом сообщают местные СМИ. Пожар тушили около 150 человек при участии 40 единиц техники. 3 жильцов выпали из окон и погибли. Еще как минимум 9 человек пострадали от отравления дымом. Сам поджигатель был позже найден мертвым на 4-м этаже того же дома. Рядом с телом обнаружили записки: «Мне жаль, мама», сообщение дочери: «Береги бабушку», завещание и 50 тысяч вон наличными на оплату больничных счетов. Сильнейшая песчаная буря обрушилась на север Мексики. Стихия накрыла сразу несколько населенных пунктов. В городе Чиуауа закрыт аэропорт, остановлено движение по Панамериканскому шоссе, одной из ключевых трасс региона. Власти просят водителей воздержаться от поездок и соблюдать меры предосторожности. По предварительным данным, пострадавших пока нет. Службы экстренного реагирования продолжают мониторить обстановку и рекомендуют жителям не покидать дома без надобности. Очевидцы публикуют видео, на которых буря буквально съедает города. Пыльная завеса снижает видимость почти до нуля. В Тамбове на Пасху местные жители почтили память жертв политических репрессий. К памятнику на Петропавловском кладбище в праздничное воскресенье принесли куличи, яйца и цветы. Фото с места публикует телеграм-канал «Твердый знак Тамбов». Павел Дуров отметил Пасху весьма странным образом. Основатель Telegram поздравил подписчиков с праздником, сопроводив свое сообщение полуголой фотосессией с козлятами и библейскими аллюзиями. А в подписи к посту он почему-то назвал Пасху Днем Свободы и Возрождения. На снимках Дуров позирует в белых одеждах, босиком, с раскрытыми объятиями, в образе, напоминающем воскресшего Иисуса, только с обнаженным торсом. Такие поздравления вызвали недоумение у части пользователей, другие же отнеслись к образу с иронией. Ни один верующий, что характерно, не оскорбился. Ждем реакции Виталия Милонова. Ну а Филипп Киркоров отмечал Пасху более традиционно, но не без присущего самопровозглашенному королю поп-музыки китча. Артист похвастался эксклюзивным, конечно же, пасхальным куличом стоимостью 100 тысяч рублей. По его словам, в составе дубайский шоколад, лесные ягоды и съедобный купол с крестом. Вес десерта 2 килограмма. И вот тут чиновники все-таки возмутились. Депутат Брянской областной думы и по совместительству председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что это неуместно на фоне войны. Лучше бы, мол, на эти деньги военных куличами накормил. Негодовал и священник Вахтанг Кипшидзе. Он осудил Киркорова за гордыню и самолюбование, которые, цитата, никак не вписываются в те смыслы, с которыми связано христианство. Конец цитаты. В общем, как бы Киркорова не пришлось расчехлять свою знаменитую водолазку извинений. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и ставьте лайки им тоже. Так вы помогаете нам распространять наш контент. Берегите себя. Всего вам хорошего и увидимся.